И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные зрители моего канала. Сегодня мы продолжим нашу прогулку по Харцу и посетим замок Вернигероды. О городе Вернигерода есть отдельное видео. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылки на видео о городе и на плейлист Харц я поставлю. А сегодня мы посетим замок. Мы были в Вернигероде уже несколько раз. И в этом видео я соберу кадры из разных поездок. Вы увидите замок и зимой, и весной, и почти летом, в конце мая. Замок расположен на вершине горы, и до него можно добраться разными путями. На гужевой повозке, на туристическом паровозике и пешком. Мы, как всегда, поднимались пешком. Кстати, как я уже только что сказала, мы были не однажды здесь, и каждый раз поднимались к замку разными дорогами. Когда мы были в Вернигороде в конце мая, во время подъема к замку, мы не отказались в его удовольствии и немного прогуляться по окрестному лесу или парку. Большинство кадров в этом видео относится к майской поездке. А в нашей самой первой поездке мы еще не снимали видео, а только фотографировали, поэтому большинство фотографий именно из той поездки. Кроме замка, в городе Вернигорода есть достаточно много других интересных музеев. Мы, к примеру, были в музее авиации. Нам очень понравилось. Музей демонстрирует 50 отреставрированных самолетов и вертолетов в 4 залах на площади около 6000 квадратных метров. Также предоставлены детали, устройства и оборудование из разных стран. Если вам интересно, то можно поставить небольшое видео, потому что у меня тут только фотографии есть. Это видео о замке Вернигерода должно было завершить цикл моих видео о Харце, но пока я монтировал, озвучивал первое видео от этой поездки, мы побывали в Харце еще раз. И последние видео этого цикла уже содержат в себе кадры из разных поездок. И выйдет еще одно видео о горе Брокан. Мы там прогулялись пешком и проехали на настоящем паровозе, так что кому интересно, не пропустите, это еще вас ждет впереди. Может, сходить вот здесь вот? Давай. Да нехорошо стоит здесь. Здесь стоит нехорошо. Молодец. Прогулявшись по лесу, мы добрались до замка Вернигероды. Это неоготический замок в одноименном городе в земле Саксония-Анхальт в Германии. Свой современный вид замок обрел в конце XIX века после масштабной реконструкции. Сейчас здесь находится музей и филиал Фонда культурного наследия земли Саксония-Анхальт. Первое документальное упоминание о графе Вернигероды в 1121 году также является первым упоминанием о поселении Вернигероды, которое уже существовало ранее. Замок Вернигероды был построен между 1110 и 1120 годами над одноименным поселением. Его первое документальное упоминание как Каструм Вернигероды относится к 1213 году. В то время он считался одним из самых крепких замков в районе Гарца. Его строителем был граф Адальберт. Замок Вернигероды изначально был средневековым замком, который должен был охранять путь немецких императоров Средневековья во время их охотничьих походов в горы Гарц. Графы построили хорошо защищаемый замок в виде кольцеобразного комплекса с многоугольной кольцевой стеной на вершине холма Ангельсберг. На стороне долины, обращенной к поселению Вернигероды, необходимые жилые дома были встроены прямо в кольцо стен. У подножия замка пересекались торговые и военные пути,
и многочисленные ремесленники и торговцы стали селиться здесь, надеясь на защиту замка в случае опасности. В 1429 году род графа Вернигорода пресекся, и тогда графство Вернигороды, а соответственно и замок, перешли в собственность графа фон Штольберг. И они стали именовать себя графами Штольберг-Вернигорода и разместили свою резиденцию здесь, в этом замке. Для лучшей защиты замка первоначально деревянные чистоколы над кольцевым рвом в период с 14 по 16 века были заменены каменными кольцевыми стенами. Вокруг главного замка была построена целая система обороны, которая состояла из различных рвов, валов, стен, ворот и делала замок почти неприступным даже в XVI веке. Однако в XVII веке изменения в военном деле, связанные с развитием более тяжелого огнестрельного оружия, перечеркнули военное значение замка. Во время 30-летней войны его больше нельзя было защищать, и резиденция графов Штольбергов была перенесена в Илизенбург. Замок был заброшен и долгие годы стоял пустым. Проходящие войска разграбили инвентарь, а стены и постройки пришли в упадок. Только после окончания 30-летней войны графы решили отремонтировать замок. В период с 1671 по 1676 год замок был перестроен в романтический жилой дворец в стиле барокко, который уже не имел военно-оборонительной функции. Молодой граф Кристиан Эрнст zu Stolberg-Wernigerode, унаследовавший владение в 1710 году, перенес свою резиденцию обратно в Вернигероде. Замок принял свой нынешний вид в конце XIX века и стал ведущим зданием северогерманского историзма. Части замка были открыты для публики с 1930 года. После того, как в 1946 году замок был передан городу Вернигорода, там был устроен феодальный музей, а с 1998 года он работает как первый немецкий музейный центр истории искусства и культуры XIX века. Почти в 50 оригинально обставленных залах выставлены экспозиции жилых помещений немецкой знати до 1918 года, а также тематические залы, посвященные истории семьи Штольберг-Вернигороде и Второй Германской империи. Помимо прочего, в столовой есть празднично накрытый стол, олицетворяющий застольную культуру дворянства до 1918 года. Также в музее выставлены изделия ручной работы и мебель с 16 по 19 века. Ежегодно замок посещает более 40 тысяч человек.
И вот мы покидаем замок. На этом наше видео заканчивается. Но не заканчивается наша поездка в Харц. Так что до встречи в следующем видео. Всем здоровья, мира и добра. Пока-пока.